Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 23 марта 2019 года, город Санкт-Петербург. Мы проводим очередное испытание рабочей версии системы SPN1, система помощи незрячим. На этот раз мы выбрали достаточно сложный и экстремальный с точки зрения незрячего человека объект. Это торговый комплекс «Карусель». Помочь нам в этом любезно согласилась Татьяна. Ее диагноз – полная потеря зрения. Попробуйте эту тогда. Вот у меня. По словам Татьяны, она впервые самостоятельно посещает торговый комплекс. Вторым участником испытаний является диспетчер, который сопровождает Татьяну и находится удаленно от объекта. Он видит ее на экране монитора. Посредством голосовых команд диспетчер направляет и контролирует все передвижения Татьяны по торговому комплексу. Справа палета с шампанским, проход шириной 1,5 метра. Идите прямо, спокойно, уверенно. Вам ничего не мешает. Вправо 5 минут. Левее. Узкий проход. Идите прямо. Впереди никого нет. Вы никому не мешаете, идите спокойно. Справа от вас рыбные консервы. Давайте посмотрим. Шпроты, цена 115 рублей. Резко вышел человек, обходит справа. Разошлись удачно. Продолжайте идти прямо. А посмотрите, что читает, что за чипсы? Вот. Чипсы пиво мы не берем. Все, дальше поехали. Что справа? Не знаю. Все. Мартини, спасибо. До 4,5%. Белка 2,9. Простоквашино. Молоко отборное, пастеризованное. До 9 апреля. Взяли молоко. Ага. Сколько штук? 4. Берем. 4. Обращаем ваше внимание, что продуктовая тележка является дополнительным фактором безопасности при передвижении по торговому комплексу. Диспетчер безошибочно вывел Татьяну в кассе с наименьшим количеством людей. Я иду и не вижу. Мне не так это можно?
пакет где взять? Ой, долго не купила. Где пакет? А вот. Не цепляйте, я же всего взяла. Я не вижу, поэтому нет, я прямо руку поставьте. Меня так, совсем 360. Дорого. Это такая шоколадка дорогая. 69 минут. Обалдеть. Ваша пища. Это сейчас. 640. А в пакет не так положу. Сейчас. Давайте и посчитаем деньги. К завершению нашего испытания мы приготовили для Татьяны сюрприз. Ее задача – снятие наличных денег с карты в банкомате. Отметим, что до этого никогда в жизни Татьяна не пользовалась терминалами и не проходила специального обучения. Вот. Вот эта штучка, да? Ага. Сейчас. А, нет. Вот так. Вот так я должна, да? Ага, нашла. Ой. О, нашла. Так. Так, где серединка? Вот эту? Еще выше. Ниже, вот эту? Какую? Левее? А, вот это. Вот это. Это деньги. Ого, это деньги. Так, считаем. Так. Испытания мы проводили также в различных регионах. Люди, которых мы привлекали, были различны между собой по возрасту, по полу, по степени потери зрения и никогда не видящие люди. Сразу же стало понятным, что комплексом может пользоваться любой человек, даже без предварительной подготовки. Первые испытания мы провели в городе Туапсе при сложных погодных условиях и сложных маршрутах. Были сложные подъемы и спуски, более 30 градусов, да еще и с плохим дорожным покрытием, как в лучших российских традициях. Еще мы усложнили задачу для испытуемых тем, что перевязали им глаза, лишив их световосприятия. Разработку и создание комплекса СПН-1 мы начали еще в начале 2000-х годов, но возможность реализации первой рабочей версии предоставилась только в последние годы. А на данный момент изобретение проходит процедуру патентования. В основу нашего изобретения, исходя из многочисленных опросов, мы заложили следующие принципы.
возможность самостоятельного передвижения, безопасность, снижение стрессовых ситуаций, вызванных страхом, универсальность, эксплуатация комплекса в замкнутых и открытых пространствах, возможность использования комплекса не только людьми с проблемами зрения. После завершения испытаний стало совершенно очевидно, что комплекс способен обеспечить не только безопасное передвижение и взаимодействие с внешней средой, но и необходимый запрос ежедневных потребностей инвалидов по зрению, приближенных к уровню здорового человека. Теперь стало возможным говорить и о других сферах жизнедеятельности, например, походы на рыбалку, за грибами, заняться садоводством в собственном огороде, ну и, конечно же, занятия спортом. Наш комплекс не является застывшим техническим образованием и предполагает динамичное развитие. В этой связи наша некоммерческая организация «Социальная интеграция» намерена создавать рабочие места для людей с ограниченными возможностями по следующим профессиям. Инженеры-радиоэлектронщики по сборке модуля СПН-1, диспетчеры из числа людей с проблемами опорно-двигательной системы по удаленному сопровождению, администраторы по удаленному обслуживанию компьютеров, программисты, математики, физики. В последующих версиях мы планируем реализацию роботизированных возможностей комплекса. Это прохождение несложного маршрута без поддержки диспетчера, прочтение на значительном удалении названий улиц, дорожных знаков, расписание движения общественного транспорта. Для прочтения книг и любой информации на бумажных носителях в комплекс будет интегрирован роботизированный модуль, с помощью которого можно читать тексты, штрих-коды, цены на товарах и многое другое. Ну как первое ощущение? Ну как, ну вообще-то, это, как сказать, страх уходит. Уходит, да? У нас же страх первый, что. Ну, прибор хороший. Я думаю, что хорошее будущее у него вот будет. Ну, понравилось? Да. Человек как бы прозрел уже и пошел сразу. Прозрел. Да. У него уже свободно ориентируюсь. Некая картинка появляется, Да. да? Да, просто более расслабленно себя чувствуешь, потому что когда идешь без этого прибора, тогда у тебя в голове крутится куча мыслей, что впереди, стена, люк, яма, обрыв, скала или что еще. А тут все ясно и понятно, тут сразу можно расслабиться. Вводит тебя в напряг, потому что напряг рано или поздно идет в отключку. И в любом случае поцелуешься со стеной. Понятно. То есть никакой тревоги, никакой неуверенности. Вот именно что. Про это я и хотел подчеркнуть. Угу. Я же не знаю, например, некоторых вещей. Прихожу как-то в магазин взять минеральную воду. Стоит она 21 рубль. Даю 3 десятки, а это оказывается 3 сотни. Разница есть. Что не надо поднапрягать родственника своего или кого-то Да. стороннего. Там он уверенный более будет. С каждым годом все увереннее и будет в пространстве городском, что на улице, в помещении. Это да, а особенно просить не все на мои опросы реагируют. Некоторые бывает и наоборот. На Перекрестке Сахарного Горохова подходит мужчина, спрашивает, как мне пройти до Фонтанки. Не нашел у кого спрашивать. С этим бы прибором я бы точно сказал, без проблем. Если куда-то надо вот уезжать, или в центр, или в другой вот конец города, тоже на север, проспект Просвещения, например, сюда. И очень хорошо поможете координировать это. В метро тоже понадежнее, 3 раза уже на рельсы падал. И еще вот пример того же. Налил чай, сделал макароны, отварил и майонезом макароны, но поленился прицеливаться, и, короче, майонез оказался в чае. Чай с майонезом, поверьте, был не очень вкусный. В сравнении того же самого, что было без прибора, это одно ощущение, а с прибором абсолютно другое, естественно, лучше. Ну да, с прибором, конечно, увереннее себя чувствовать, естественно, да. Меня зовут Татьяна Ивановна Филипенко. Я инвалид первой группы по зрению. Я состою на учете в первичной организации ВОС Красносельского района Санкт-Петербурга. 23 марта я принимала участие в испытании версии первой комплекса СПН-1, предназначенного для слепых и слабовидящих.
Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы. Как вы себя ощущаете, когда используете прибор? Первый вопрос. Возникает ли понимание пространства? Да, понимание пространства возникает. По командам оператора я передвигаюсь в пространстве. Именно в магазине в карусели проходила. Там много стеллажей, много препятствий, но он меня проводил через все эти препятствия, и я все понимала, где, что и как. Справа, слева пространство такое, идешь вперед, впереди пространство пустое, прямо идешь вперед столько, поворачиваешь туда. В общем, все было понятно, очень было понятно, ощущение пространства было. Второй вопрос. Возникают ли образы, картинки, когда оператор описывает происходящее вокруг вас? Да, образы и картинки возникают. Вот, например, я брала со стеллажа товар. Я не знала, что это за товар, не знала, что это стеллаж. Я пощупала, поняла, мне говорит, я поняла, что это стеллаж. И беру товар, и вот он, товар мне этот не нужен. Он говорит, что вам этот товар не нужен. Я за молоком пришла, но мне все равно было интересно. Я его взяла, не прочитала, что это чипсы, что это такое. Я его поставила на место. Потом второй стеллаж, тоже руку протянула. Говорит, вам это не нужно, это вино. Я руку, правда, отдернула, наверное, даже видно. Потому что я думаю, стекло могу ведь уронить, разбить. Но нигде я ни на что не налетела, потому что мне оператор предупреждал все мои движения. Говорил, как идти вперед, сколько идти вперед, как повернуть вправо, как повернуть влево. Мне это было очень удобно. Третий вопрос. Присутствует ли страх, что вы упадете, с чем-то столкнетесь? Нет, страха совершенно нет, потому что мне оператор говорит, что препятствий нет. Если вдруг возникает препятствие, он мне командует остановиться, я останавливаюсь. И поэтому я очень спокойно и уверенно иду. Я знаю, что он за мной наблюдает и очень внимательно отслеживает каждый мой шаг. Четвертый вопрос. Понятна ли вам команда оператора при сопровождении? Да, команды очень простые. Перед испытанием он мне рассказал, оператор, какие команды будут. Я их очень хорошо запомнила и очень хорошо я ими пользовалась. Все было понятно и естественно. Пятый вопрос. Позволит ли комплекс стать вам более самостоятельной и независимой от помощи близких и посторонних людей? Да, этот комплекс очень поможет вот, быть самостоятельной, независимой ни от близких, ни от посторонних, ни от кого. Вот, например, я когда зашла в карусель, надо было взять тележку, я ее никогда не брала самостоятельно, вообще даже не знаю, как ее брать. И мне оператор говорил, куда опустить монетку, как это все взять. И я все это сделала. Правда, мне мужчина посторонний пытался помочь, но мне это не надо было, потому что я делала все самостоятельно. Даже в таких вещах, которые вообще мне не знакомы, даже попасть монеткой в щель вот этого приемника монетного, даже карабинчик там вставить куда-то, все это было понятно, сделано, было очень мне понравилось. Именно вот встреча с таким препятствием, как вот взять тележку. Вот. И потом еще, например, такое вот. Я просто никогда раньше не брала пакеты самостоятельно. Пакеты взяла, мне подсказал. Мне это было очень тоже понравилось. И еще, потому что я делала первый раз это самостоятельно. И еще в банкомате. Вот это было для меня вообще табу. Я никогда и ни разу в жизни я этим не пользовалась. Он все рассказал, оказалось все очень просто. Я очень просто все это сделала. Получила деньги в банкомате. Первый раз в жизни самостоятельно. Шестой вопрос. Как использование комплекса повлияет на качество вашей жизни? Использование этого комплекса для слепых и слабовидящих просто-напросто расширит возможности в моей жизни. Я смогу самостоятельно, совершенно самостоятельно жить так, как мне нужно. Ходить туда, куда мне нужно, в магазины, в Сбербанке, в какие-то административные центры, куда-то еще, передвигаться в пространстве, то есть на улице, двигаться везде, где мне нужно. Этот комплекс просто-напросто раскроет передо мной двери в жизнь. И последний вопрос. Как часто вы хотели бы использовать комплекс в повседневной жизни? В повседневной жизни он просто необходим, потому что каждый день нам нужно ходить в магазин, ходить куда-то оплачивать какие-то свои квитанции или что-то делать еще, получать деньги или куда-то ездить. В общем, каждый день он необходим, потому что мы живем просто-напросто. И хочется жить полной, полноценной жизнью. Дорогие друзья, мы истоптали не одну пару обуви
и списали не 1 килограмм бумаги, потратили не 1 гигабайт трафика, обращаясь, казалось бы, в заинтересованные госструктуры. Вы, наверное, догадываетесь, что нам говорили и какие давали рекомендации. Очень часто напоминали про утопающих, и что это исключительно их дело. Поэтому мы обращаемся к вам и просим о помощи. Только при вашей поддержке мы сможем продолжить дальнейшее развитие комплекса. Только при вашей поддержке мы сможем создать региональные инфраструктуры. Благодарим вас за просмотр. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы, распространяйте это видео. Для обратной связи пишите на электронную почту. Контактная информация и реквизиты специального счета для перечисления средств смотрите под видео. Доброго всем здоровья, до свидания.